Добрый вечер. Сегодня я начинаю семинар по технологиям распространения своего учения о спасении и гармоничном развитии. И данный цикл семинаров основан на том, что прежде всего, когда я рассматриваю именно свое учение о спасении и гармоничном развитии, я вкладываю основной смысл в то, что каждый, кто эти технологии использует по моему учению, прежде всего на себя берет ответственность за то, что он делает действия по спасению всех, а затем через это действие осуществляет уже конкретное какое-то частное регулирование. В связи с этим и, соответственно, по теме сегодняшнего семинара распространение таких технологий, которые соответствуют именно учению о спасении и гармоничному развитию, подразумевает, в принципе, два таких действия. Первое – это макрорегулирование, то есть спасение всех от возможной, например, глобальной катастрофы и обеспечение гармоничного развития. А второе действие – это фактически действие, связанное с решением своих конкретных задач. И в связи с этим сегодняшний семинар, он будет основан фактически на том, что я показываю эти две позиции в технологии управления через структуру своего сознания. И учитывая, что это семинар, вы будете участвовать в конкретном уровне управления, где будет решение сначала макрозадач и затем уже конкретно ваших задач, а также задач зала и тех, кто будет рассматривать сегодняшний семинар в виде, например, лекции или аудиозаписи или видеозаписи. Поэтому я просто считаю, что необходимо по возможности, когда я, например, говорю, что мы должны делать совместное управление, делать это совместное управление сразу в зале, запоминать, и учитывая, что все-таки семинар по распространению именно учения, необходимо сразу же формировать технологии передачи. В связи с этим сегодняшние технологии, они будут основаны на том, что кроме того, что вы осваиваете и делаете самостоятельно, вы должны еще уметь передать эти технологии другим людям, и более того, передать таким образом, чтобы когда другой человек получил технологию, он также мог ее передать. То есть принцип должен быть таким, что вы должны сразу задумываться о бесконечном уровне передачи, потому что целью учения является распространение на всех, и у вас есть определенные сейчас фактически, в общем-то, как методички, фактически, где описаны цели учения, по крайней мере, вот в большей части зала это сейчас есть. Если, например, будет требоваться информация, ее можно будет получить в фонде. Таким образом, я начинаю семинар после данного предисловия именно о технологиях распространения учения о спасении и гармоничном развитии, и учитывая, что данный принцип основан на принципах восстановительного комплекса, который базируется на принципах как самовосстановления, также и на принципах восстановления, например, других, то я начну с того, что я даю методы управления, которые достаточно просты для понимания и достаточно еще, я считаю, все-таки адаптированные к передаче информации. В связи с этим первый метод, он следующий, что он использует возможности восприятия, основанные на цвете. И при этом цвет, как достаточно простая характеристика, наиболее полно соответствует духовному аспекту человека в связи с тем, что цвет воспринимается как бесконечная величина. В связи с этим, когда вы работаете с цветом, вы фактически можете работать только лишь рассматривая цвет, таким образом действуя на бесконечную систему связи. И в связи с этим метод следующий. Метод называется управление цветом в трехпараметрическом уровне. То есть рассматриваются три параметра. И первый параметр – это учение о спасении и гармоничном развитии. При этом вы рассматриваете этот параметр как учение, содержащее именно цель спасения всех, задачу предотвращения возможных глобальных катастроф. То есть фактически вы решаете эту задачу. И это можно представить в виде цвета, расположенного с левой стороны от вас. Цвет можно выбрать любой, лучше серебристо-белый. Второй цвет можно рассмотреть, что он располагается справа от вас, и это есть ваша конкретная частная задача. И путем перебора этого цвета, то есть справа, то есть решения частной задачи, вы получаете то, что когда высвечивается наиболее интенсивно
слева от вас какая-то световая часть, то есть, например, световой вертикальный столб, то вы получаете верхний цвет, то есть идущий сверху, и этот идущий сверху цвет должен содержать просто два выбранных вами цвета. То есть технология проста, как только вы визуализируете на восприятии именно этот идущий сверху цвет, вы фактически диагностируете, что вы достигли цели управления по своей частной задаче через макроспасение, через спасение всех. Поэтому я предлагаю сделать конкретную просто сейчас практику по управлению по цвету. Необходимо с левой стороны поставить именно информацию учения спасения гармоничного развития, например, в серебристом белом цвете. Давайте сейчас договоримся, пусть будет серебристо-белый цвет. Это с левой стороны просто от физического тела. Ну, например, свет, столб просто свет. С правой стороны ставите задачу. Она может быть любой, и желательно, чтобы задача была конкретная, потому что макроспасение входит в цвет учения. То есть цвет учения, который от вас слева, там уже есть задача спасения всех. Ее не надо формулировать отдельно. Поэтому частная ваша задача должна быть справа. Она должна быть окрашена в тот цвет, который вы хотите. При этом это может быть либо самовосстановление, так как речь идет о том, что передается учение посредством восстановительного комплекса. Следовательно, мы говорим сейчас о том, что прежде всего необходимо ставить конкретную задачу и все-таки ее решать. Ведь принцип передачи, вы должны обязательно это реализовать, эту технологию, и потом, когда вы реализовали и получили результат, то потом передать. То есть в связи с этим должна быть корректность в реализации, то есть, следовательно, решение задач. Затем должна быть технология познания, вы должны самостоятельно уметь делать, и инструмент управления должен быть у вас, он должен остаться у вас. То есть в связи с этим задача такова, что это нужно понять так, чтобы это был фактически как бы отлаженный механизм. Учитывая, что, как я сказал, метод очень простой, это достаточно, я считаю, просто сделать. Поэтому поставьте частную задачу справа, красьте в тот цвет, который вам необходим, и старайтесь, значит, просто на этом какое-то время концентрироваться, по возможности спокойно соотнося ситуации в зале. То есть это не трансовое состояние, это просто работа логики, направленная на систему управления. Ну, например, простой пример, я диагностирую, например, самолет, и то, что в самолете, это действительно так. Я же не думаю о том, что в самолете что-то... Это реальность. То есть выйдите на то, что управление это есть реальность. Именно на эту встаньте информацию. И в связи с этим постарайтесь делать управление по частным задачам таким образом, что если это речь идет о самовосстановлении, да, то делайте это, ну, все-таки наиболее интенсивно, чтобы были конкретные сроки или конкретные варианты. То есть вам нужно самовосстановиться ну, например, там, восстановление здоровья, и это должно быть корректно, то есть старайтесь диагностировать себя одновременно. Теперь посмотрите просто, ну, сознание просто внутренним взором, посмотрите выше, потому что основная задача – это развитие духа, развитие души до того уровня, когда вы сможете справляться с любой ситуацией, которая, во-первых, относится к задаче макроспасения, то есть точно не происходит глобально возможной катастрофы, и второе – это обеспечение гармоничного развития в идеале вечного. В связи с этим старайтесь смотреть выше, когда свет, который идет сверху, он имеет как бы объединенный оттенок, то есть он имеет структуру, содержащую как цвет учения, так и ваш собственный цвет, и этим цветом старайтесь наполнить пространство вокруг себя, то есть себя, старайтесь, значит, решив свою задачу, решать задачу зала теперь. Вот. Сейчас начинается второй уровень, переходите к решению задачи зала. Задача зала, она достаточно тоже простая, это всего лишь навсего интегрированная, то есть объединенная задача всех находящихся в зале, и это тоже, опять же, цвет с правой стороны от вас. Когда вам не обязательно, в общем-то, детализировать задачу, кто с чем пришел, задача в том, что, так как все работают ради спасения всех, то это все равно общая задача, и просто вы за счет решения задач можете практиковать и развивать технологию. Поэтому чем вы больше работаете в данной технологии, тем больше вы помогаете всем остальным. Следовательно, ставя задачу зала, просто формулируя задачу зала, например, она имеет, там, предположим, там, светло-синий оттенок, да? Ну, я просто ввожу как предложение. Значит, и при этом вы можете самостоятельно рассмотреть эту задачу своим цветом. Не обязательно, например, светло-синий. Сохраняя при этом, что цвет учения это имеет, например, серебристо-светлый цвет.
Задача зала возникла, обратите внимание, что как только возникает задача зала, свет сверху идет быстрее, то есть практически сразу. И теперь мы уже выравниваемся в следующей позиции, то есть проработали с залом, по возможности понаблюдайте за собой, потому что, как я сказал, речь идет о том, что надо уметь передавать технологии, а передача – это другая технология. Не обязательно то, что вы можете делать, это как бы просто передается, потому что вы делаете. Вот дальше я буду говорить о передаче этой технологии. В связи с этим, по возможности, когда вы получаете быстрый результат, например, верхний свет начинает идти очень быстро, сразу думайте о том, как передавать, то есть закладываете целевое управление в передаче. И по возможности в передаче контролируете себя, то есть если вы передаете, вы должны быть устойчивы и уверены, что вы сделали правильно, например, для решения своих задач. Дальше вы синтегрировались с задачей макроспасения, то есть спасения всех. Ставьте ее задачу, эту задачу также справа от себя, и вы увидите, что в принципе как таковое пространство этого возле вас как бы не ощущается. Вы больше работаете в системе мышления. Потому что как только вы интегрируетесь в задачи макро спасения всех, у вас возникает переход физических уровней управления в систему мышления. И оказывается, что в мышлении есть такой параметр, что достаточно мыслить в нужной точке или, например, через предложенную сейчас мной технологию, и мышление является управлением. Управление – это, то есть саморегенерация, то есть восстановление, например, клеточного состава, ну или там здоровья, восстановление любого другого человека, управление, например, событием. Причем, в общем-то, речь идет о том, что события равнозначны. Либо это реструктуризация возможной глобальной катастрофы, то есть этой информации нет, или же это, например, какое-то очень частное событие, например, восстановить растение, цветок, или же любое другое. Поэтому по возможности в управлении не делайте дифференциацию событий по как бы структуре важности. Управление должно быть универсальным. Потому что, как я сказал, дух воспитываться должен так, что вы должны уметь справиться с любой ситуацией. Если речь идет о том, что возможна глобальная катастрофа, то должны справиться с любой макроситуацией. И поэтому речь идет о том, что вы формируете в первую очередь структуру духа, уже готового реализовать управление, когда даже вы, например, спите или там не делаете активное управление. В связи с этим, когда вы вот сейчас вышли на задачу всех, по возможности думаете как бы одновременно со мной. И когда вы начинаете работать одновременно по спасению всех, спускаетесь к конкретным детальным элементам. Например, ведь есть конкретный человек, которого надо спасти, да? Предположим, там ребенок, пожилой мужчина или мужчина, которому очень много лет. Они могут находиться в разных совершенно точках мира, но вы можете, спасая всех, видеть конкретно их. То есть старайтесь развивать свое мышление так, чтобы когда вы работаете в управлении через передачу информации от себя, старайтесь, чтобы ваше мышление не было как бы зафиксированным. То есть ведь смысл в том, что мышление, которое открыто, например, свечением от цели, оно достигает быстрее всего остального. Следовательно, вы получаете управление более конкретное, если вы не работаете, например, внутри некой сферы, которая вас как бы ограничивает свет вашего мышления. И когда свет созидательного мышления распространяется на всех, вы, естественно, получаете целевое, конкретное и очень точное управление, потому что нет границ идеологической задачи. Ведь идеологическая задача, она очень проста, заключается в том, что все должны сейчас объединяться, чтобы, например, не была уничтожена цивилизация от средств интеллектуального воспроизводства человечества, то есть имеется в виду ядерное оружие, например, или системы других глобального уничтожения. Следовательно, каждый должен принимать конкретное участие. И я как раз учу тому, чтобы участие было не только в виде даже, вот, например, прямого управления, а еще идеологическим. Ведь когда речь идет об идеологии, которая имеет технологию, то это достаточно серьезная величина, основанная на том, что вы лично за счет своего сознания можете, например, предположим, продиагностировать технику, да, везущую ядерное оружие, и обеспечить безопасность перевозки. Или сделать так, чтобы ядерное оружие не существовало. И так далее. То есть, ведь это, вообще говоря, настоящая свобода личности, настоящая свобода воли. Вы можете из любой точки сделать прямое управление и совершить предотвращение, например, возможных глобальных катастроф. Тем самым, кстати, обеспечивая следующую секунду развития там,
как себя, так и цивилизации. И в связи с этим я вот перехожу именно к технологии распространения, что данное мое учение основано на том, что вы делаете необходимые действия, которые, кстати, заложены в вашей душе, они есть в вас. Вы можете вполне эти действия реализовывать, в общем-то, ну, более, что ли, технологично, более быстро, если просто обратитесь к себе и задумайтесь над простым таким элементом. Вот прошла, например, следующая секунда, Земля не уничтожена. Вы же что-то сделали, естественно, вы сделали, причем максимально по моему учению, для того, чтобы не было макроуничтожения. Следовательно, вы где-то получили информацию и как-то ее передали. Вот то, чему я учу, я фактически, ну, например, добавляю технологию, которая позволяет в том числе и раскрывать ваши ресурсы, которые, вообще говоря, работают. Я, вообще говоря, ведь показываю в том числе и работающие ресурсы, которые существуют объективно от создателя. Поэтому, когда я говорю о передаче информации, то, как я уже сказал, речь идет об интеграции, то есть передаче информации как можно быстрее и как можно, в общем-то, бесконечнее, да, по скорости. То есть такое слово употребил, как можно бесконечнее. То есть, ведь бесконечность для каждого, она может быть различная, но когда вы ее доводите до уровня реальной бесконечности, вы получаете реальное управление в бесконечности. Вот поэтому поработаете самостоятельно, например, в домашних условиях, или где вы сможете поработать с понятиями такими, как, предположим, бесконечность, или с понятиями, предположим, саморегенерация, понятиями восстановления в аспекте именно достижения макроспасения. Поэтому отсюда следует технология передачи информации, передачи технологии моего учения, и эта технология основана, как я объяснил, на как можно большей скорости, если в оптическом диапазоне восприятия, передачи данных от вас, вообще говоря, всем. Потому что речь о том, что когда мы говорим о свечении, то есть свечении именно оптическом в вашем восприятии, ведь вы работаете своим сознанием, фактически своим восприятием, то когда вы делаете свечение бесконечным, то вы передаете всем без искажений. Когда делаете сверхбыстрым, то скорость передачи такова, что изменений не происходит. Потому что я поставил сегодня задачу, что при передаче данных, например, второму лицу или 10-му, искажения не происходит. В связи с этим задача проста, если, как я объяснил, это может быть скоростная характеристика или характеристика, например, в виде специального пути управления, где вы можете путь делать наиболее устойчивым. Поэтому метод передачи технологии заключается в том, что именно по системе восстановительного комплекса, что вы сначала восстанавливаете, то есть нормируете объект, куда вы передаете, ведь объектом передачи может быть растение, да? Вы можете передавать информацию вообще везде, например, восстановить растение. Объектом передачи, естественно, может быть человек, или это может быть самолет, куда надо передать данные, чтобы он, например, не упал, да, не было катастроф. При этом ситуация такова, что ведь когда мы говорим о самолете и передать данные, то речь идет, возможно, о технологии, где вы используете просто передачу. Например, вы написали диагностику, отдали, тогда у вас должен быть, да, договор с этим авиапредприятием или же какие-то формальные отношения, чтобы они среагировали. И при этом вот эти формальные отношения, они тоже обучение. Кто на это смотрит, да, на ваши действия, они обучаются и видят, что так можно делать. Поэтому в передаче технологии существует логический аспект. То есть я говорю о том, что есть управление за счет структуры своего сознания, но есть и логический аспект, основан на том, что идея действует в направлении предотвращения возможной глобальной катастрофы, обеспеченная, конечно, технология от вас, имеет и логический статус, что на уровне социума, да, на уровне социальных отношений вы можете участвовать просто как граждане в том, чтобы не было глобальной катастрофы, потому что, например, вы против этого и действуете в этом направлении. То есть обязательно рассматривайте вот именно логический аспект передачи информации, потому что есть уровень прямой информации, то есть относясь к понятию прямого видения, да, духовного видения или ясного видения, что есть информация, это управление структурой сознания напрямую. А есть передача логических систем. Это заинтересованность в том, чтобы не было глобального уничтожения. Поэтому по возможности разделите эти уровни информации в своем сознании. То есть логический аспект социальный – это одно, ваше прямое управление, когда вы ни от кого не зависите и можете сделать управление – это другое. То есть когда, например,
я делаю управление, происходит извлечение, или там, если измененная ткань так, что, в общем-то, считается, что регенерация невозможна, но тем не менее восстанавливается, то это получается, что не соответствует, да, логической фазе управления, и логической фазе, что ли, социального плана. И поэтому, если мы говорим о том, что мы можем расформировать, например, возможную глобальную систему уничтожения, то она же зафиксирована, и существует социальная система, которая ее защищает, например, а их реструктурировать, например, можно только когда они сами это понимают и реструктурируются, да, например, подписывая договора о сокращении ядерного вооружения, потому что это есть обучающий процесс. Вот передать информацию в обучающий процесс, передать так, чтобы были приняты добровольно договора там, о том, что ядерно нужно, например, реструктурировать, не обязательно ядерная система глобального уничтожения, то это процесс социальный. Поэтому, когда вы смотрите на свое мышление и можете посмотреть, что мышление работает реально в точке управления, то точка управления на духовном уровне – это есть совмещение вашего уровня управления, значит, который вы делаете за счет прямого управления, например, за счет сознания, с уровнем, где есть логический статус, вы можете действовать через свой прямой статус на логический уровень, то есть менять законы таким образом, чтобы они были направлены на развитие цивилизации, на созидание и так далее. Поэтому, по возможности, когда вы передаете информацию, будьте повнимательнее, спектр передачи информации, он фактически действительно должен быть бесконечный и может быть бесконечный, и цель его такова, чтобы управление шло как можно шире, то есть на все системы, включая социальные, включая механизмы реализации каких-то общественных связей и так далее, межгосударственных и прочее. Поэтому сейчас вот я уже с этим контекстом описываю метод передачи того метода, вот именно метода по цвету, значит, и механизм передачи другому. При этом, когда вы передаете другому, то вы должны получить эффект, как я объяснил, во-первых, без искажения, во-вторых, бесконечный уровень передачи. Значит, следующий элемент, он достаточно прост на самом деле. Вы всего лишь навсего в свете, идущему сверху, рассматривая, например, позицию свет от Создателя, вы выделяете фрагмент, который содержит, с одной стороны, цвет моего учения о спасении гармоничного развития, этот цвет, он направлен к вам, просто как бы двусторонняя пластина. А с другой стороны, это цвет, который является вашей частной задачей. Причем ваш цвет может меняться. Вот у вас в управлении, например, воспринимаете внешнюю как бы волну, внешнее управление, и получаете, что значит, вам нужно сменить цвет, и вы будете, кстати, реагентно работать. Это как работа с волной. Вот как будто вы стоите под водопадом, вы можете немножко отодвинуться, водопад по-другому, да, на вас может действовать. То есть также, меняя свой цвет, вы можете видеть как реагент на внешнюю реальность. И поэтому, и как решается ваша задача внутри цветовых аспектов управления. Поэтому, как бы, цвет, который внешне, он будет статичен в этом идущем сверху цвете, а с внутренней стороны, обратной от вас, цвет может также меняться, как и правая структура управления. В связи с этим, когда вы, значит, делаете, значит, фиксацию на том, что выделяете в потоке, идущем сверху, такой сегмент, двупараметрический, не обязательно даже он ограниченный, потому что когда я говорю о цвете, ведь мы уже об этом говорили, что речь идет о том, что это бесконечная величина. Стоит только вспомнить, что цвет, например, я говорю цвет, да, например, там синий цвет, ну, ведь я воспринимаю бесконечную величину. Я не говорю, что цвет там нарисован в 1 квадратном сантиметре, например. Поэтому, если я говорю, что пластина, которая находится перед вами, видеть цвета не обязательно, что это вот такой маленький кусочек цвета, это бесконечная величина. И вот здесь будьте внимательны. Я сделал переход от уровня конечной величины, которую вы воспринимаете, через бесконечную характеристику цвета в пространство вашего мышления, где вы уже управляете. Вот когда вы находитесь здесь, вы фактически управляете через задачу и через реализацию, причем задачи, вы это сейчас делаете, спасение всех, управляете своей частной задачей. При этом распространение – это то, что выделенный участок из вот этого верхнего потока, вы просто-навсего от него отводите световой луч и передаете тому, кто рядом с вами, кому вы хотите передать. Ведь элемент распространения, или научить, там, например, родственника, научить ученика в школе, да, предположим, научить там,
кого-то, кто выступает по телевизору. Вообще говоря, вы можете научить так любого, передавая таким образом. Другой вопрос, что вы можете сопровождать это словами лучше всего. То есть, ведь технология должна оставаться у людей. То есть вы можете, конечно, научить на расстоянии, но если человек не знает технологию в виде слов, если он ее там не практикует статично, то получается, что это будет как бы разовое действие. Оно, конечно, имеет бесконечный оттенок, но наша задача, я считаю, всех научить быть просто реально свободными, уметь напрямую управлять реальностью в плане того, чтобы не было уничтожения, развития мира и так далее. Поэтому получается, что вот желательно научить словами. Следовательно, значит, учить, одновременно работая, нужно все-таки по возможности сопровождая словами. Хотя, как я объяснил, можно и напрямую, без слов. Таким образом, сейчас мы будем практиковать по второму уровню, это распространение, то есть передача метода. Значит, практика следующая, что когда вы выделяете сегмент в потоке, идущем сверху, старайтесь работать динамично. Выделяете, я говорю, выделяете, сразу выходите на поток, представляете, смотрите, работаете по мышлению именно с потоком только сверху, вам уже, в общем-то, не обязательно работать с чем-то другим. В работе старайтесь часто следовать тому, что вот если я говорю поток сверху, значит это поток сверху. Как шла организация потока, иногда не обязательно к этому как бы опускаться или на это отвлекаться. Потому что когда мы строили, мы уже поставили основу. Когда работаете с потоком сверху, старайтесь работать так, чтобы свечение, которое идет от этого потока, и, значит, выделенный фрагмент, свечение было таким, чтобы, например, серебристо-белый цвет, который есть и направлен к вам от уровня моего учения, он может как бы закручиваться, переходить на уровень вашего, через эту пластину, да, на уровень вашего цветового плана, и оттуда уже распространяться одновременно, например, с моим цветом, распространяться опять на задачу. То есть старайтесь комбинировать систему так, чтобы она была наиболее оптимальна, цветовую систему. И вот когда вы уже передали, по возможности передавайте таким же образом, то есть задача макроспасения, спасения всех. Человек должен понимать, что он, если он на этой задаче начинает заниматься, он берет на себя ответственность сначала спасать всех, а через эту задачу делать свое конкретное действие. На самом деле это и есть та реальность, которая, вообще говоря, позволяет реально достигать именно реальных результатов. То есть реальный результат, я подразумеваю, что там заложено бесконечное развитие мира и человека в том числе. Поэтому, значит, скоростные характеристики здесь могут быть или очень быстрыми, или те характеристики, которые вы ставите, могут просто реализовывать сначала общую цель, потом вы достигаете своего управления. Все зависит от задачи вашей души или, там, например, от ваших личных задач. Поэтому, когда вы делаете такое управление, по возможности старайтесь в передаче, значит, сконцентрироваться на технологии передачи, как на специальной технологии. То есть можно, например, говорить, да, вы можете делать и показывать результаты, но вот чтобы передавать, как я сказал, высветите из выбранной области луч и передайте сначала другому и уже потом расскажите. То есть смысл такой, что вы можете это сделать, а рассказать позже, или сначала рассказать, а потом сделать, но высветить именно передачу информации как специальный метод, лучше это делать. При этом у человека существует определенный уровень, где можно передать. Самый простой уровень, где подразумевается принцип наиболее гармоничного, что ли, плана передачи, надо высвечивать перед ним и по возможности таким образом, что ли, значит, перед собой строить ситуацию, что человек просто ставит руку и, например, принимает эту информацию. Если он, это, во-первых, признак свободы воли, что он рукой, как бы на руку принял информацию, он ее, например, рассмотрел и потом только реализовывает, да, то есть ведь человек может находиться либо там в спешке, либо, предположим, у него задачи могут быть такие, что он нужно сначала, например, понять, да. В связи с этим задача передачи – это задача доброй воли, то есть вы должны как бы его сориентировать на то, что он тоже должен решать эту задачу, не только вы должны там всех спасать, он же тоже ходит по этой планете, в связи с этим, по возможности, пусть он участвует в этом самостоятельно. И в связи с этим, значит, вот передача информации на руку, именно стараться
если это человек, да, эта передача информации такова, что она подразумевает признак свободы воли. Вы должны выбирать в структуре, значит, человека по возможности именно те данные, которые характеризуют именно признак все-таки свободы воли. То есть либо поставить столб возле него, да, информации, и он примет и рассмотрит этот столб, либо вы, значит, можете, ну, каким-то образом через написанный текст передать. Поэтому здесь по возможности, значит, почему надо специально отслеживать именно признак свободы воли, потому что ведь когда мы говорим о том, что человек действует сам, а личность от создателя, она полностью свободна и независима, то он должен лично решить действовать самостоятельно. Поэтому, как бы, хотя общая задача есть, тем не менее, в качестве специального типа технологии является именно тип свободы передачи. Поэтому я считаю, что когда вы, например, проведете вот такой, например, вариант именно в передаче, где реализуется признак полной свободы человека, вы сможете вполне сделать таким образом, чтобы, значит, уже переданная вами информация была фактически как бы распределена, ну, именно по задачам, ну, именно тем, где требуется необходимая скорость и необходимое достижение с точки зрения именно бесконечного развития. Сейчас по возможности старайтесь делать эту практику, то есть по возможности, о чем я сейчас рассказал, старайтесь практиковать. Я буду смотреть, а вы поработаете самостоятельно. Когда вы работаете, по возможности решайте конкретные задачи, чтобы можно было отследить корректность передачи. Сейчас просто, когда вы работаете, я стараюсь, одновременно работая с вами, делать регулирование процесса, поэтому то, что делаете сейчас, старайтесь запоминать, когда будете самостоятельно практиковать, чтобы сохранились данные по технологии именно вот когда в зале. Сейчас я предлагаю в качестве практики провести просто конкретную коллективную систему управления. Например, вот есть у меня записка с определенными данными, ну, которая тоже не нуждается в управлении. И продолжая все-таки управлять, то есть не останавливаясь по своей задаче, давайте вот проуправляем совместно просто вот по этой записке. То есть в записке изложены определенные данные, которые, в принципе, не обязательно, чтобы они были известны, да, но они нуждаются в нормировании. Давайте вот сделаем как бы совместное управление, попрактикуемся, потому что это очень важно. Если ежедневно, например, с 22-25 до 22-30 заниматься тем, чтобы предотвращать возможную глобальную катастрофу и обеспечить вечное гармоничное развитие, то вы можете чувствовать взаимный контакт. То есть, когда работает много людей по технологиям в одном аспекте, то есть с одной целью, то можно видеть, что речь идет о том, что именно коллективное управление позволяет делать многие вещи, причем очень эффективно и достаточно быстро. И вы будете, когда в этом участвуете, вы будете наблюдать, видеть, что это очень эффективная система. Поэтому, когда люди объединены совместно и действуют в общих целях, то есть чем больше людей занимается именно такой практикой, сначала спасение всех, а затем частная задача, что, как я сказал, наиболее точное решение частной задачи, то, в принципе, на самом деле, действительно тогда точно не происходит возможной глобальной катастрофы, как минимум, и достигается гармоничное развитие, и достигается вечное причем. То есть речь идет о том, что вот именно коллективная система, технологично оформленная как коллективно, она действительно решает вопросы, ну, именно как методологическая система в моем учении. Поэтому вот давайте проработаем, значит,
просто вот эту записку. В связи с этим я сам, кстати, работаю так же. То есть я ставлю с левой стороны от себя, значит, структуру учения о спасении гармоничного развития. Справа ставлю, что нужно решить вопрос, который изложен в записке. Вот я ставлю, например, в виде также серебристо-белого такого цвета, ну, например, с таким как бы светло-синеватым оттенком. То есть я даже если не меняю цвет. Вот я поставил и просто ставлю задача, нужно, чтобы вопросы, которые изложены здесь, да, они были решены. Значит, и получается, что вот я начинаю видеть, как просто, это даже видно, кстати, вот просто попрактикуйте. Достаточно мне только поставить, начинает отсвечиваться левая часть, и она начинает как бы засвечивать вот правый фрагмент, то есть интенсивность свечения возрастает. Там причем можно в левой части видеть фрагмент именно спасения всех, вот именно задача, первая задача учения моего. Поэтому, когда вы видите этот фрагмент, он начинает наиболее активно светиться, и как бы уже из него, но сверху начинает становиться такой серебристо-золотистый поток. Чтобы передать вам технологию, я высвечиваю фрагмент, да, в этом потоке сверху, опять направляя к себе фрагмент именно моего там серебристо-светлого цвета по учению к себе, а правая часть, она же ваша, то есть, которая к вам, с той стороны, она ваша. То есть передача заложена даже в расположении цветов. Ведь я же передаю вам, а она как раз с той стороны. То есть даже геометрия должна по возможности выравниваться на задачу распространения. Если я хочу передать, например, бесконечное там, количество раз, то мне достаточно заложить в свою часть функцию бесконечности, а вообще у меня она заложена, она просто как цель моего учения. То есть мне не надо это делать специально. И поэтому получается, что мы можем совместно работать здесь, ну, например, по этой практике, да. Когда я сейчас работал, я посмотрел, вы работали фактически синхронно. То есть получается, что речь состыкована с внутренним действием, да, с внутренней работой. Поэтому, когда ну, вот практикуете именно с точки зрения передачи речи, работаете по возможности, конечно, синхронно. То есть делаете так, чтобы именно задача вот именно синхронности, она была бы естественной. То есть управление и точный контроль над тем, что не будет возможно глобальной катастрофы, это естественно состояние. Вы должны точно знать, что глобальной катастрофы, то есть уничтожения глобального, не будет. Лучше, чтобы не было даже частных уничтожений. Остается время, занимайтесь и этой задачей обязательно. Я думаю, чем больше людей будет практиковать технологию именно таким образом, то, естественно, может довести до того, чтобы не происходило и частных каких-либо проблем. Но, например, один из аспектов как бы возможной, что ли, профилактики или возможной подготовленности к задаче, к существующей задаче, я могу рассмотреть вот свою конкретную практику в том, что я за август месяц в газете «Вариант управления прогноз», это газета фонда, поставил задачу по Москве работать по экологической ситуации, то есть через оптику света, через световые аспекты, действовать так, чтобы экологическая ситуация была нормирована, и там определенный метод заложил. Но когда вот уже в сентябре начались, ну, именно вот по смоку вот эти ситуации, то в принципе я просто продиагностировал, что кто практиковал в августе, он уже был готов, и, во-первых, лично был готов, во-вторых, он фактически, ну, как бы был подготовлен и работал над тем, чтобы, например, там, уменьшить вот этот смог, то есть экологическую ситуацию улучшить. То есть можно делать прогностические некоторые элементы вперед и как бы готовиться к тому, что значит, нужно реструктурировать. Поэтому по возможности, вот сейчас я буду говорить о следующем методе, по возможности рассмотрите в том числе и этот аспект в данном методе. Следующий метод называется методом управления посредством 3 сфер, и при этом, значит, понятие вот именно 3-й сферы – это понятие, которое существует как центральное понятие. И мы исходим из того, что вот 3-я сфера, она уже есть. И мы строим, значит, всего лишь навсего 1-й и 2-й. То есть метод в этом плане, он основан на том, что мышление же у вас есть, то есть у вас есть сознание, следовательно, вам не обязательно вот говорит о том, что вам нужно строить сознание. То есть есть вещи, которые просто есть. И поэтому, значит, когда мы говорим об этом методе управления, то
Мы говорим о том, что вот сначала мы исходим из того, что эта сфера есть. Это может быть сфера, выделенная в структуре восприятия, то есть работа через формы, наиболее, кстати, простая система в работе, но и очень эффективна. Простота не значит, что это неэффективно, может быть. Это часто бывает наоборот, простая значит и эффективная. И поэтому как бы ситуация, которая я сейчас вот описываю, она именно на том и основана. С простоты сфера уже есть. Теперь мы строим, значит, например, первую и вторую, да? В сфере, которая уже есть, как я сказал, и существует, ну, в том числе, да, вся реальность. Поэтому мы как бы просто-навсего оттуда выделяем структуру, с чем нам надо работать. И выделение основано на преобразовании сферы. То есть мы просто рассматриваем, что перед нами сфера, в которой все есть. Чтобы выделить, нам надо просто-навсего начинать от себя ее двигать. Почему от себя? Здесь уже вложена система передачи знаний, потому что вам надо передать знания, которые вы освоите. И когда вы будете осваивать, вы уже передаете. То есть метод основан на том, что даже когда вы осваиваете, даже только начинаете, вы уже передаете. И поэтому здесь основное получить мгновенную практику, получается. То есть получается, что задача частная и форма учения, они должны быть практически совмещены. И вы берете из одной точки этой сферы, то есть вы начинаете вращать, как бы из любой внутренней точки выводите эти два совмещенных уровня, и просто разветвляются как бы два зонда, выходят опять лучше всего с левой стороны геометрически, то есть выходит сфера, которая соответствует учению моему о спасении гармонического развития. Справа это ваша целевая задача. Ваша задача, как в поисковой системе, вот, да, как бывает, например, там компьютерные игры или просто вы какие-то поисковые задачи, вам надо просто сферу вашу поймать в сознании. И вот когда вы как бы практикуете в таком управлении, то задача именно в сознании поймать, это значит построить структуру в сознании восприятия, ну, такую, что вы, значит, во-первых, сразу же понимаете, что сознание работает, да, элемент одновременного обучения и заложенного в обучении знания. То есть, если поймать сознание, значит, сознание управляющая величина. Но я же об этом не говорю специально, я сказал уже потом, да? То есть старайтесь рассматривать методы так, чтобы, ну, многофункционально, многопараметрически или очень емко насыщать структуру своей работы, то есть подразумевать множественность смыслов, где вы достигаете цели управления. Поэтому, когда я сказал поймать, как я сказал, вы сразу заложили функцию управления, а дальше очень просто. Раз сознание может поймать сферу, которую, в общем-то, вы вывели самостоятельно, то получается, что вы можете как построить объект, да, так и реализовать объект с целью активации сознания на реальное управление. Следовательно, все находится внутри только вашего сознания. Вам не обязательно, например, для этого, ну, предположим, что-то делать специально или что-то очень долго, там, предположим, изучать, или как бы какие-то тренинговые системы, которые требуют много времени использовать, потому что ведь в моей практике спасения существует в том числе и очень простой принцип: вы, если необходимо, должны спасти мгновенно и, в общем-то, практически часто не применяя там какой-то схемы мышления слишком длительной. Например, там ситуация какая-то экстремальная, вы должны суметь, во-первых, сделать так, чтобы она не произошла, как в отрицательном аспекте, а во-вторых, суметь сделать часто как бы не задумываясь. И вот здесь вот в работе со сферами, здесь как раз вырисовывается именно духовный аспект работы, что дух совершенный, дух уже направленный на то, что вы можете работать, этот дух позволяет вам мгновенно управлять. И вот когда вы возвращаетесь к тому, как вы управляете через структуру своего духа, то есть как бы через свечение духа, вы должны по возможности видеть работу духа, то есть на оптике воспринимать вообще какой цвет. В чем разница цвета работы через духовный аспект, то есть работы вашего духа, а в чем разница логической фазы сознания. И вот когда я сказал о том, что поймать, я имел в виду логическую фазу сознания, но духовный аспект — это есть опора, есть основа логической фазы в данной технологии. Когда вы углубляетесь дальше, вы видите, как работает душа, это для самостоятельной работы вашей. И когда вы работаете уже со сферой, например, которую вы изначально сделали, вы просто по возможности с ней повнимательнее поработать, то есть посмотрите, где эта сфера находится, например,
возле вас, да, в каком месте, то есть по возможности посмотрите, что вообще она из себя представляет, как вообще вы ее сделали. То есть поработайте с ней, вот как есть тренинговая система, например, есть Expander, или какая-то система, которая, если ее, например, долго мять, да, она становится более понятной. То есть именно на уровне аспекта тактильного даже порой, чтобы какое волновое содержание, какой аспект восприятия дает эта сфера, которую вы уже сделали. И когда вы вникнете вот именно в суть, да, внутрь этой сферы, как бы, в суть, вы увидите, что вы сделали прогнозное действие. Вот я сейчас показываю технологию работы, когда прогностика – это то, что находится возле вас. То есть вам не надо, например, долго концентрироваться. Вот где-то я как-то читал, что есть методы, что надо, например, там много выпить сахару, да, и тогда, как-то мышление, да, как бы вроде должно улучшаться или как-то на чем-то концентрироваться. Но тогда, если вот, действительно, если есть такие исследования, хорошо, там, дай бог, да, что есть какие-то методы, как бы более интенсивного уровня, что ли. Но для этого надо взять, во-первых, чашку, да, или там, по крайней мере, сахар. А задача часто требует мгновенности действий. Поэтому, когда вы работаете здесь, именно в системе прямого управления, по возможности работаете так, чтобы сфера, вот именно из которой вы исходили, это была та ваша сущность, которая знает все. То есть вы работаете фактически с собой. Ведь в принципе же я говорю о том, что вы работаете самостоятельно и работаете сами. Теперь, когда мы говорим о том, как передать, то знание передачи, это вот вы видите сферу, сторону, которая именно к вам обращена. Когда сфера крутится, ведь взор – это оптика, та же самая оптика, а в пространстве мышления вы можете считать, и это вообще действительно так, что там, в отличие от того, что фотоны распределяются линейно, если от сферы идущий свет попадает на вас, то вы уже передали знания. Ведь в оптике света, вот почему вот есть такой принцип, что изначально свет – это очень сильно передающая система. Если ввести такое понятие, как фотон мышления, да, то существует принцип все-таки передачи информации. И этот принцип, он таков, что если вы, например, имеете свечение на себя, то вы можете это свечение фактически, в общем-то, как бы передавать таким образом, что в передаче этого свечения вы можете передавать свои знания или иметь, например, технологию знаний внешних, и как бы эта технология может быть передана. Таким образом, я привел сейчас к тому, что существует очень сильный аспект передачи вашей информации, цели вашей информации, через как бы общий, котел, условно говоря, да, в кавычках. То есть вы берете всего лишь навсего на сферу, которая вот перед вами крутится, она же вами создана. Значит, вы просто-навсего берете и кладете на границу, как на своеобразное колесо. Если лить воду, то капли заносятся в другую сторону. И складываете свои задачи, задачи зала, например, там, задачи спасения всех, а место же одно, то есть сфера перед всеми одна и та же. Когда мы ставим задачу спасения всех, то как бы сфера одна и та же, но она индивидуальная. А задача спасения всех, она вообще одна, просто одна и та же для всех. Поэтому получается, что когда мы совмещаем общую задачу с индивидуальной задачей, как бы имеющей хотя бы одинаковую форму, мы видим, что точность управления, она становится уже, фактически как бы близка к абсолютной точности. Например, если речь идет о том, что, скажем, в авиационной или там, в космической практике, когда нет других элементов управления, кроме скорости или там, возможно, взрыв ядерного реактора, то здесь я, как правило, использую именно вот такую как бы интенсивную систему управления, конечно, при каких-то экстремальных, если только ситуациях, когда, вывод управления, реализует как задачи коллективного сознания, то есть задачи всех по спасению, то есть вот этот котел, куда сбрасывается общая задача, да? И причем сбрасывается всеми. То есть, когда начинает участвовать пилот, диспетчер, и особенно в состоянии полета, то происходит еще быстрое управление, нежели там
предположим, там делает один человек. И если пилот не в состоянии участвовать, предположим, были ситуации, когда там сознание теряли там, два одновременно пилота, то есть получается, что здесь тогда диспетчер активирует задачу, и он как бы сбрасывает, и более интенсивно становится решение. То есть даже можно проследить скоростные характеристики по уровню скорости решения. Вот стоит добавить только одному человеку, как скорость очень сильно возрастает. Поэтому если сейчас мы сделаем, например, это управление, предположим, совместно, то вы просто даже увидите, что поставив те же самые задачи, но работая сразу вместе, да, то есть те же самые, но работая из одного центра, через как бы общую структуру спасения всех, вот в этом уровне сферы передо мной, но перед каждым из вас. Значит, таким образом ставим сначала свои частные задачи. Вот сфера передо мной, она крутится, я ее сделал, у вас она своя. Значит, она крутится, вот пока я на нее смотрю, знания мои уже передаются, то есть это прогнозная фаза, то есть я на нее смотрю, она выводит на вас знания, а вы их имеете даже без слов. Вот я уже передаю информацию, хотя просто-навсего смотрю на эту сферу. Я передаю, потому что я просто заложил такой принцип, она вращается. Вот она и передает, мне не надо специально что-то делать. Дальше закладываем задачи свои так, чтобы они решались. Знаете, вот не просто заложили и ждете, когда мы заложим задачи зала. Вот решайте задачи. Аспект решения должен быть сейчас. То есть вы должны по возможности как-то хотя бы получить мысль, что ли, что вы ее решили, потому что в противном случае мы можем долго крутить сферу, если мы не будем конкретизировать, да, задачи и не будем сразу видеть, что она решена вот именно сейчас, то как вы можете быть уверенными, что там ядерная станция она точно не взорвется, да, как вы тогда будете на нее там проезжать, предположим, как минимум, да, и так далее. То есть дело даже не в том, что проезжать возле ядерной станции, а аспект такой, что это может быть взрыв распространен на всех, да, то есть если есть такая проблема, то она может быть системной, а ядерных станций очень много, и поэтому по возможности старайтесь здесь решать вопрос все-таки сразу системно. Второй элемент – вводите зал. Взяли и ввели в тот же самый, он же бесконечный, это же цвет, в общем-то тоже, например, серебристо, значит, такой белый цвет, предположим, сферу. Можете, кстати, окрасить свой цвет, по возможности светлые тона. И в связи с этим вы, работая с цветом, вы же не обязательно должны знать место. Это не такой котел, который заканчивается, потому что ваш цвет, он никому не мешает. Фотоны даже и в обычном варианте, в разреженной среде, как бы они не пересекаются. Да? Даже если пересекаются, как бы не мешают друг другу. Поэтому, когда общая цель, это вообще единая задача. Следовательно, можно закладывать любое количество информации в этот котел. И сразу третья задача, кстати, третья по спасению всех, эта задача здесь уже фактически решена. Вот обратите внимание. Достаточно правильно сделать итерацию как бы первого, второго действия, третья, как бы, она в решенном варианте уже существует. И вот в прогнозной фазе, просто то, что я говорю, по возможности старайтесь уже, когда будете, после семинара практиковать, старайтесь по возможности в этом убеждаться с вашими системами диагностическими, то есть в конкретной практике, да, и плюс все-таки многократно по возможности повторяя, особенно первые дни там, значит, ведь я даю систему управления, которая работать должна всегда, и она всегда работает, то есть обращаться к ней можно всегда, независимо даже от количества времени, которое проходит от, например, сегодняшнего семинара. Поэтому по возможности отрабатывайте технику совершенно конкретно. Если, например, один метод, вот, предположим, вы его освоили и посчитали, что другой метод, он более, да, эффективен, значит, лучше всего обратно осваиваете первый метод, потому что ведь принцип управления в том, что для передачи знаний мы должны эффективно уметь лучше всего работать с каждой системой, как бы индивидуально. Любая индивидуальная система, то есть любое проявление, направленное на спасение всех, лучше, чтобы оно было очень активным, да, очень эффективным, это проявление. Там даже мысль. Например, вот как сохранить мысль, человек подумал, что надо спасти всех. А вот он подумал, как это сделать всеобщим и как это сделать действенным. А для этого надо систему сделать, в общем-то, такой, чтобы
она имела форму, да, она имела характеристику, ну, как обычно, методология управления, то есть первичные данные, управление, передача и так далее. Поэтому ведь я, в принципе, там на самом деле всего лишь навсего даю идеологическую, по сути, систему и ее, ну, как бы ввожу в систему, ну, фактически, скажем так, внешне, то есть ввожу ее в систему определенных контуров, которые, ну, дают ее реализацию. А ведь все строится на идеологии просто спасения всех, где идеология на самом деле это просто ну, минимальная задача. Чтобы сделать следующий шаг, нужно, по крайней мере, чтобы планета не была уничтожена. А если считать, что ну, как бы, ну, каким-то образом реагировать, что политики договорятся, или, например, считать, что не будет, ну, как бы каких-то локальных войн, то это можно так, в общем-то, долго считать, а реально они начинают происходить. То есть, поэтому задача является делать самостоятельно все постоянно. И когда вы привыкаете как бы к этому уровню, да, что вы это делаете постоянно, например, и причем делаете в большей степени самостоятельно, ведь если один человек может, например, ну, в принципе, значит, сделать так, чтобы не было макроуничтожения, то и не будет макроуничтожения. То есть достаточно, получается, одному хотя бы, ну, это сделать по сути, а ведь все должны по сути сделать, то получается, что мы можем вполне очень эффективно реализовать самостоятельно не только потому, что там все должны напряженно там, и очень эффективно работать. Достаточно часто одному очень в большой степени совершенства, да, знать именно технологию там, по сути. Поэтому, а суть она от создателя, делать как создатель, который все создал. Поэтому я думаю, что здесь, вот, когда я сейчас буду уже говорить о следующем методе, где использованы звуковые системы восприятия, здесь надо посмотреть, что, значит, когда мы говорим о сути, что есть суть, направленная на то, что звук – это тоже есть аспект, где есть выделение сути. Предположим, есть мелодия, но вы в мелодии выделяете свойственную вам суть. Причем суть такова, что вы выделяете свойственную вам в аспекте своих душевных там, переживаний, душевного развития, вашего опыта. И каждый может выделить разную суть в одной и той же мелодии. В плане интонации, в плане состояния и так далее. Следовательно, следующий метод основан на том, что вы работаете со звуком. Как я сказал, ведь идея – это спасение всех, а внешняя форма должна быть наиболее динамичная. Вот как эту мысль спасти всех, вот просто вот идет человек, он решил всех спасти, он, например, только родился, как сделать так, чтобы мысль реализовалась. Для этого надо войти в контакт, да, с этой мыслью и стараться ее распространить на всех, то есть довести технологию до действия. И вот звуковая форма, она позволяет контакт сделать наиболее, ну что ли, мобильным, наиболее гибким и наиболее ощутимым. Поэтому следующий метод, он основан именно на гибкости взаимного восприятия, взаимного уровня управления, где вы как бы, ну, держите на поводке управляющую систему, изначально сразу считая, что результат, кстати, уже достигнут. Потому что во втором методе, через управление формой и посредством сфер, я дал прогностическую фазу и сказал, что будьте внимательнее, посмотрите на это изначально, до метода. Следовательно, мы сейчас работаем с тем, что в управляющей системе мы всего лишь держим ситуацию, которая нормальна, по сути. Например, человек, когда слушает мелодию, которая ему нравится, это же нормальное состояние, то есть он же не вставляет там дополнительные ноты или там не подсвистывает, то есть вот просто нормально. Если он подсвистывает, он просто, в принципе, старается как бы добавить свое, но в плане нормы. И поэтому получается, что если мы сейчас говорим об этой системе управления, то надо иметь в виду, что внешнее управление, то есть внешнее желание там улучшить, да, все равно не уменьшает норму. И когда мы доходим до такой статики, вот открывается свет Создателя, что свет, содержащий мелодию, да, Создателя, то есть истинную мелодию вашей души, когда вы видите и откликаетесь там внутренне на какие-то, даже несовершенные события, вот вы что-то, например, чувствуете, как-то реализуете свои действия по ряду каких-то
часто, ну, как бы неосознанных, да, причин, как якобы неосознанно. То есть вот здесь я поднимаю тот пласт сознания, где понятие неосознанности как таковое, ну, такое понятие не существует. Есть просто принцип реагентности. И вот этот принцип реагентности, так как задачей сознания является все-таки абсолютный контроль, следовательно, мы говорим о том, что должны обязательно видеть фактически все стороны реальности с точки зрения того, что даже когда мы не думаем там, о всех сторонах реальности, мы все равно должны контролировать, иначе контроль будет неполный. Ведь мы же не занимаемся там, детализацией, там, не читаем, предположим, ну, каких-то там компьютерных данных, ненужных, да, на расстоянии. Смысл заключается в том, что задача всего лишь навсего обеспечить просто нормальное, обычное развитие, чтобы не было хотя бы глобального уничтожения. Следовательно, ограничения доступа нет. То есть, когда вы работаете с этой технологией, вы видите, что нет ограничений доступа. И в связи с этим, когда вот я сейчас как бы, ну, определенную, что ли, преамбулу ввел по этому методу, я уже вижу, что ситуация такова, что вы в этом уже находитесь. То есть вот метод управления в том, что вы фактически, вот я о нем говорил, да, вокруг него, но вы уже работаете в этом методе. То есть поэтому, правда, я в некоторых словах давал какие-то конкретные характеристики. Поэтому наблюдайте в реальной жизни, вот вы ходите по лесу или где-то по городу, вообще где угодно, наблюдайте в реальной жизни, где вы работаете. Вот какое ваше состояние, работающее и направлено на то, чтобы не было глобального уничтожения. Как я сказал, у вас это есть. Вы способны сделать так, чтобы не было глобального уничтожения, как минимум. Поэтому по возможности эти состояния как бы улавливаете. Когда вы начинаете их улавливать, то есть ходить, да, и наблюдать, или там спать, наблюдать, неважно, значит, тогда вот этот маленький, да, человек, или там недавно родившийся, просто любой человек, неважно, может быть это растение, которое хочет, чтобы не было уничтожено, да, цивилизация. Растение есть, у растения задача расти, или там у животного, значит, и поэтому получается, что нормой для растений не является, если планета уничтожается. У нас, получается, есть аспект такой, что поддержка существует фактически везде. Ведь взять там кристалл кремний, да, где-то в горах. Есть ли данные, что если вот кремний разбить, хорошо ли вообще это для кремния? Как вот рассмотреть позицию? Ведь есть, ну, определенный принцип, как бы вещь в структуре, да, то есть реакция нормы. Предложим, вот есть стол, если его не корябать, это норма, в принципе, с точки зрения идеологии, там, что ли, структуры стола. Поэтому получается, что вы находите опору фактически везде, тому, что вы делаете. Даже если это какие-то объекты, которые вас окружают. Машина, она же не должна быть разбита, например, да, и так далее, и так далее. И в связи с этим, чтобы точно она не была разбита, вы должны это как бы держать на определенном внутреннем контроле, когда вы спасаете всех. Но когда вы спасаете всех, вы же это сделали, то есть в следующую секунду нету глобального уничтожения. Следовательно, вы какую-то технологию применили. И вот когда вы стоите вот на этой позиции, по возможности старайтесь осознавать, вот как вы делаете, вот как вы передаете, откуда вы берете информацию, как вы принимаете, куда вы передаете. Таким образом, метод, основанный на звуковых формах, на звуке, заключается в следующем, что вы сначала выделяете звук моего учения о спасении и гармоничном развитии, при этом это может быть, ну, любой звук, который вы считаете, вам, может быть, больше нравится, и по возможности, чтобы это был звук более как бы обширный, широкий. Второе, вы выделяете звуковую форму, которая вам нравится, просто вот нравится, вы ее или вспоминаете, или создаете. Можно создавать. То есть не обязательно это известная звуковая форма, не обязательно это известная мелодия. Фактически, я же говорю о том, что вы можете в том числе создавать, поэтому, когда вы выделяете эту мелодию, которая вам нравится, вы должны сразу же, мгновенно, практически как бы ощутить, увидеть и точно узнать, то есть знать просто, выделить так, чтобы вы знали, как вообще мелодию передать на бесконечное количество раз, как. Вот когда-нибудь вы ставили такую задачу взять и передать мелодию бесконечное количество раз, чтобы, если даже ее пересвистывать, да, там как-то, чтобы она не изменялась. Вот каким образом это можно сделать? Самый простой элемент, чтобы это действительно сделать так, чтобы передать начало организации мелодии.
то есть сжать звук в начальную точку. Тогда вы будете видеть именно истинный звук, то есть звук фактически своей души, отражение, где в душе это есть все, в том числе и начало, так как у Создателя. Поэтому вы очень спокойно, зная душой фактически, зная мелодию, спокойненько ее в свете именно мелодии, которая является мелодией учения спасения кармического развития, моего учения, берете и передаете, где управление заключается в том, что когда вы это сделали, вы уже сделали управление. То есть вот здесь управление вашим частным событием заключается в том, что вы уже выбираете мелодию, которая говорит о том, что ваше частное событие положительно реализовалось, то есть вы получили управление, и задача всего лишь навсего передать технологии от этого управления. Следовательно, передав, например, начиная передавать мелодию, вы передаете оттенки, которые справедливы для других. Они слышать могут по-своему, но по сути вы ничего не меняете, они как бы сразу имеют технологию, потому что принцип основан на мгновенности действий. А если мы говорим о том, что мгновенность действий должна быть бесконечной, то по сути у Создателя, у единого Создателя это центр, да, мгновенности действий. То есть вы приближаетесь к работе опять такой, это точно работа, когда вы работаете как Создатель. Поэтому мы сейчас практикуем этот метод. Значит, учитывайте, что мы сейчас, когда практиковали, работали вот с этой запиской. Поэтому вот есть, например, сейчас вот выписанные там мне определенные записки, определенные обращения. Давайте проработаем по частным задачам, одновременно работаем с обращениями, которые положены мне, и надо рассмотреть, как я работаю, и использовать технологию как практику. То есть я работаю, вы смотрите и делаете. Предположим, вот взять, у меня есть практика управления путь спасения, там в первом томе диагностика самолетов. Технология диагностики, у меня в принципе был обучающий курс для пилотов, но можно взять результаты и научиться. То есть не обязательно часто брать какой-то специальный обучающий курс. Поэтому по возможности просто смотрите и работайте так, чтобы, значит, вот именно в технологии работы со звуком, а, как я сказал, это форма, работайте одновременно учитывая внешние параметры работы. Начинайте работать, а я посмотрю. Потом я поясню. Обратите внимание, когда я сказал, начинайте работать, я, в принципе-то, особо ничего не рассказал. То есть я на достаточно большой скорости прошел, вот, например, методологию, и вы стали часто работать, как вот вы сейчас запомнили, но в интеграции, например, то, что касается именно интеграции, работа все равно получилась, кстати, эффективно. То есть в первую очередь рассмотрены все-таки были вот именно ситуации, связанные вот с запиской, то есть все равно вы начинаете работать по все-таки общей задаче, в первую очередь. Обратите внимание, вот когда вы работаете со звуком, ведь звук слышат все, и в сознании человека есть такое, что звук, он сразу как бы то, что коллективно объединяет. Поэтому и ваше начало работы, оно было таким, что вы сначала начали работать с более общим аспектом, и многие свое даже не подняли. Поэтому мы сейчас начинаем с того, то есть мы рассмотрели как бы законодательный уровень звуковых форм, и начинаете работать со своим, то есть приведите свое. Приведите свое, то есть технология, как я описал, она проста, звуковая форма там своей собственной мелодии, например, я взял, там, придал учению спасения кармического развития своему, взял, придал какой-нибудь звук, да, предложим, какую-то мелодию. Вот я взял, придал, и мелодия это есть, например. Она, кстати, может меняться, между прочим. То есть вот в отличие от звуковой формы ее можно не держать фиксированно. Затем я сам же ставлю свою собственную задачу, потому что учение спасения кармического развития, где есть общая цель и технологичность, и, в общем-то, здесь мы имеем технологии разные, там есть по цифрам, по звукам, то есть когда вы входите в структуру учения, у вас целый аппарат управления открывается, которым вы можете пользоваться всегда. Вот, поэтому, в принципе, мы здесь как бы фиксируем одну из сторон, да, одну сторону этого аппарата. И дальше я ставлю задачу, например, моя сейчас личная задача, открывая как можно эффективнее научить присутствующих сейчас в зале, сейчас вот освоить технологию путем именно восстанавливающих комплексов, то есть, например, самовосстановление, восстановление других, восстановление, в принципе, любого объекта информации, не обязательно там человек, растение, животное, там событие, чтобы было нормально. И я вот эту задачу ставлю. Вот у меня конкретно
я хочу это событие получить непосредственно перед собой, то есть в виде мелодии. Я в моменте организации мелодии, это на всех распространение, то есть я могу саму мелодию, может быть, не обязательно слышать сразу, да? А сначала я увидел, что она распространилась, потом я начинаю видеть мелодию, но она, в принципе, как бы созданная мелодия вообще-то. То есть, например, такое я не встречал. И когда вы, например, задумываетесь над тем, как вообще писать музыку, которая спасает, если вот внутренне даже ее, да, ну там, напевать, что ли, или воспринимать, то вы можете эту музыку делать, вот, и она будет всех спасать. То есть, поэтому стараться создавать новую систему лучше всего так, чтобы эта система все-таки была функционально направлена на спасение всех. То есть, например, хорошая, интересная мелодия можно было просто слушать, но надо же, чтобы она спасала, опять возвращаетесь к начальной точке и опять начинаете работать. То есть такая практика работы, обратите внимание, что работа со звуком, она интегрирует все системы. Но если взять много, расставить звуковых источников, то, в принципе, они же пересекаются, вы слышите одновременно, поэтому мы можем не дифференцировать здесь задачи очень жестко. Вот я сказал вам, давайте обратно, снова частные задачи, а вы опять работаете в общем спектре. Поэтому вот работаете гибко и динамично, то есть старайтесь работать так, чтобы звук, который является звуком управления, он очень интегрировался с тем, что есть внешнее, внутреннее, то есть состояние души и внешняя система. Ведь когда человек воспринимает мелодию, он же одновременно как бы и взаимодействует с внешней средой, и одновременно получает себе. То есть вы же знаете эту технологию, и старайтесь просто ею, ну как бы более, что ли, эффективно пользоваться, более эффективно реализовывать. Поэтому получается то, что вы знаете, добавьте просто смысл спасения всех. И тогда получится, что вы будете это реализовывать сразу на всех. При этом, конечно, вы на себя берете, в общем-то, колоссальную такую, с одной стороны, нагрузку, да, ответственность само собой, но вы же делаете все равно как бы необходимое минимальное действие. То есть понятно, что да, можно сейчас сделать, чтобы там в будущем, сейчас вот давайте сделаем, чтобы, например, там крупная ядерная станция не взорвалась. Вот просто делаем. Есть аспект информации, мы меняем, все, она уже не взрывается, все нормально, станция тихо, как будто там ничего никогда и не могло произойти. Но в принципе, если бы там спутники среагировали на взрыв, могла бы быть, да, глобальная война. То есть вот один из принципов, что один из вариантов глобальной войны, там, он расформирован там, через несколько лет. То есть получается, что работа, например, через звук, через мгновенные формы доступа, это часто работа, ну, в том числе и мгновенная работа. Поэтому, когда вы работаете, например, самостоятельно или работаете коллективно, как я сказал, желательно в определенное время вообще совместно работать для задачи спасения всех, старайтесь это делать по возможности так, чтобы это было все-таки внутренне гармонично, спокойно. Ведь если это мелодия или песня, а вы же все равно получаете удовольствие, вы слышите ее. То есть, когда вы точно знаете, что все будут спасены, а это действительно так, то есть, когда вы знаете по принципу, что мелодия достигает же этой области в вашем сознании, и вы этого достигаете, потому что мелодия это возле вас, а область спасения, она вот возле вас, тоже возле вас, то есть вы уже спасли. У вас получается спокойствие, которое, в общем-то, позволяет работать и точно, и самое главное, работать все-таки гармонично. Ведь гармоничность, то есть гармония передачи знаний, это есть также точность. Ведь вы можете, говорить, да, о том, что надо предотвратить, вот я привел там, например, позицию с ядерной возможной как бы ситуацией, когда по ядерной станции. Это как бы экстремальная система, но она разовая, а какая вот следующая, да, задача, лучше, чтобы ее не было, там, экстремальной задачи, и вот она может быть совсем другая. Поэтому вот устойчивая система, это есть гармоничная передача, спокойная передача знаний, основанная на структуре все-таки внутреннего спокойствия, на структуре развития такого плана, когда вы можете фактически развиваться бесконечно, где есть и принцип самовоспроизводства, ведь логически, так как можно устанавливать ткань, например, то если делать там, например, регулярно, да, правильно,
заниматься, там, например, самовосстановлением или как-то ну, реагировать на события там, заранее, то на самом деле логических ограничений нет. То есть можно развиваться очень планомерно, гармонично, бесконечное время. То есть логических нет уровней препятствия вот именно этой задачи. Конечно, там не должно быть возможной глобальной макрокатастрофы. Соответственно, вы делаете так, чтобы этого не было, и все. То есть старайтесь переходить на гармоничность, то есть на устойчивость по гармонии там, внешнего мировосприятия, там, по гармонии взаимодействия. Видите, я сказал, что вот именно должна быть реагентная система по звуку, но я же не дал конкретных технологий, почему звук более динамично реагентный, потому что вы уже ее сделали, вообще говоря, то есть я поэтому не стал говорить. То есть, когда вы работаете со звуком, старайтесь видеть, что передача очень быстрая, и не только со звуком, может также работать с формой. Если вы берете, ну, например, какую-то форму в руку, она может иметь разные, в плане самовосприятия, поэтому старайтесь по возможности работать, конечно, гармоничнее. То есть есть возможность, работайте гармоничнее. И когда, например, строите управление, лучше строить так, чтобы управление было основано все-таки на гармоничной работе. То есть в моменте управления выдерживайте статус спокойной работы по возможности. Конечно, если в качестве там, профессиональной деятельности это есть реакция на какие-то чрезвычайные ситуации, то там часто приходится делать мгновенное управление, но лучше тогда сбалансировать потом, после того, как вы ситуацию нормировали, лучше потом все-таки сбалансировать до уровня гармоничного аспекта. Используя, например, второй, сегодня который показал метод, где есть заклад именно прогностической фазы, чтобы экстремальных систем по возможности было меньше, или лучше вообще исключить. И также использую в совокупности там все методы. Кроме того, у меня, естественно, есть там определенная методологическая база, которая сейчас есть на видеокассетах, значит, ну и она есть, например, в фонде. Так что я считаю, что мы можем вполне рассмотреть позицию такую, что если вот брать методическую основу и, предложим, реализовывать ее там, бесконечное количество раз, можно выбрать из большого количества методов то, что вам наиболее нравится, что наиболее может быть эффективно для вас, и стараться именно распространять в первую очередь то, что вы конкретно можете делать. Вот вы с помощью этих методов сделали, достигли результата, именно это распространяйте. По возможности задумывайтесь над тем, чтобы, значит, если в данном методе я дал технологию распространения, в данных технологиях, вот сегодня, например, да, а в некоторых я просто даю метод, тогда продумать, а как тогда распространять, все-таки продумать специально. Есть методы, которые в себе сочетают это. То есть вы делаете метод, вы сразу распространяете. Но есть методы, которые все-таки не содержат в таком прямом что ли виде, поэтому вы постарайтесь делать так, чтобы этот вопрос ставить и решать. Именно в той постановке, которую я поставил сейчас. Потому что как только мы распространим, скажем так, хотя бы если даже 50 с лишним, 55, предложим, процентов людей начнут практиковать, то на самом деле вопрос решается, потому что есть коллективное сознание, формирующее следующую реальность, где точно нет глобального уничтожения, и постепенно там учатся другие. То есть есть определенные пороговые уровни, не обязательно там 55, может быть так, что 10 человек, которые освоили, там даже один, очень точно знающий технологию, уже реализовывает, то, что нет, по крайней мере, глобальной катастрофы. Но задача в том, чтобы не было даже признаков глобальной катастрофы. Это устойчивость в том, чтобы не было даже минимальных логических факторов. Тогда точно можно сказать, что достаточно равновесная и нормальная ситуация в развитии мира. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Дело в том, что все записки, которые сейчас есть, и в принципе они будут собраны еще дополнительно сотрудниками фонда, добровольцами по распространению моего учения. Вы, пожалуйста, их просто передайте, я обязательно все просмотрю внимательно и обязательно проведу работу. У меня есть разные типы работы, я часто просто смотрю информацию работы, иногда я внимательно вычитываю. Поэтому, по возможности посмотрите, я сначала записку прочитал, потом я проработал, вы уже работали с ней, не читая, да? Есть разные типы работ. Поэтому просто будут сейчас сотрудники
у вас, видимо, брать или как-то на стол вы положите. Спасибо большое за внимание. И я хочу просто сказать, что, значит, старайтесь, ну, как бы, все-таки больше практиковать. Спасибо большое, всего вам хорошего, до свидания.